Привет, Арми! Прежде чем мы начнем, не забудьте подписаться, поставить лайк и оставить свои комментарии, чтобы мы могли продолжать делиться с вами последними историями BTS. Хорошо, я переведу весь этот длинный текст на индонезийский, сохранив его повествовательный и эмоциональный тон, чтобы он не потерял свой первоначальный смысл. Вот перевод. Правда ли, что HYBE раскрыли большой секрет о Чингуке и Тэхёне, о котором фанаты только строили догадки? И обещает ли это объявление захватывающий тур в следующем году, или же оно развеивает надежды фандома? Недавнее официальное заявление HYBE раскрыло несколько важных подробностей относительно профессиональных отношений Чингука и Тэхёна а также неожиданно намекнуло на планы мирового тура в следующем году. Эти двое, которые годами были в центре внимания, от слухов до теорий фанатов, теперь столкнулись с реальностью. Итак, что же именно готовится? И каковы последствия этого заявления? Когда среди ARMY начали распространяться слухи об отмене или, по крайней мере, переносе туров на следующий год, это вызвало бурную реакцию по всему миру. HYBE, агентство, которое всегда очень молчаливо хранило свою информацию, наконец-то высказалось. Их разъяснения были не просто заявлением о подтверждении, а скорее новым этапом в давно циркулирующих домыслах. Вопрос в том, прокладывала ли HYBE путь к решению проблем фанатов или же просто подогревала любопытство и создавала новую сенсацию. В заявлении HYBE, которое сразу же привлекло внимание в течение нескольких часов, говорилось, что обе участницы не будут отстранены от участия и не будут относиться к ним по-разному при планировании тура. Однако это подтверждение сопровождалось признанием того, что менеджмент учел несколько новых факторов, касающихся осуществимости и безопасности тура, начиная от международных правил и логистики расписания и заканчивая физической подготовкой участников. Без явного упоминания каких-либо конкретных технических или деликатных причин этого объяснения было достаточно, чтобы приковать внимание публики. Связаны ли эти новые переменные с состоянием здоровья, административными требованиями за рубежом или даже глобальной динамикой, влияющей на маршрут? Самым неожиданным моментом стал тон самого объявления. Твердый, прямолинейный, но при этом полный скрытого напряжения. HYBE официально подтвердили, что Чингук и Тэхён полностью вовлечены в профессиональную подготовку тура, и это сразу же развеяло большинство слухов в фан-сообществе о проблемах со здоровьем или внутренних конфликтах. Однако они также подчеркнули, что окончательное решение относительно деталей тура, таких как полное расписание, место проведения концертов и формат сцены, все еще обсуждается и будет объявлено в ближайшее время. Это словосочетание «скоро» породило новую волну напряжения, словно гигантская дверь была готова распахнуться в любой момент, держа миллионы армий в напряжении в ожидании важной информации. Учитывая обширность фандома BTS, охватывающего миллионы поклонников из разных стран, реакции на это разъяснение нельзя было недооценивать. Некоторые восприняли это с облегчением, успокоившись, что их не отстранят от участия. Но другие тут же задались вопросом, почему об этом не объявили с самого начала. Некоторые фанаты сразу же интерпретировали это так, что если все участники будут участвовать, то тур действительно состоится. Возник вопрос, в каком формате? Концерт в помещении, большой фестиваль, впечатляющая сцена или даже два этапа на разных континентах. Все эти вопросы быстро обострились, сформировав новый сюжет, который ощущался почти как спойлеры. Однако официального подтверждения не последовало. Эта новость, преподнесенная прямо и по делу, несет в себе важный посыл. HYBE осознает свою способность развеивать домыслы и решили сделать решительный шаг. Они немедленно опубликовали разъяснения для общественности. Возможно, это ответ на давление СМИ и фанатов, требующих прозрачности, или же это часть стратегии по повышению общественного ожидания перед официальным объявлением тура. Подобная пиар-стратегия – поддержание аудитории в состоянии неопределенности, распространенный прием в мировой индустрии развлечений. Но когда речь идет о BTS, эффект может распространяться на поколения и языки. Интересно, что намек на новую переменную в заявлении – это закрытый сигнал, который фактически открывает новые спекуляции. Означает ли это внезапное возвращение? Запланированный график съемок? Международные ограничения на передвижение? Или санитарные нормы в некоторых странах – это не просто домыслы,
а скорее логическое указание, иллюстрирующее огромное давление за кулисами, от производства билетов и разрешений на концерты до правил авиакомпаний и карантинных требований. Все эти мелочи могут кардинально изменить сценарий тура. С другой стороны, если Чингук и Тэхён действительно будут полностью вовлечены, темп работы, вероятно, значительно возрастет. Подготовка к туру, вероятно, будет проходить на высоком уровне, включая поиск локаций, сотрудничество между визуальными и звуковыми специалистами и серьезные физические тренировки. По мнению отраслевых обозревателей, такой шаг обычно предвещает концерт мирового масштаба, не просто камерное воссоединение, а грандиозное шоу в нескольких крупных городах мира. Однако такая стратегия создает огромное давление. За фразой «скоро» звездочка должны сразу же следовать конкретные детали, чтобы поддерживать новостной импульс и энтузиазм публики. Даже малейшая задержка может стать поводом для сплетен или вызвать недоумение у фанатов, чья реакция может варьироваться от благодарности до разочарования. Ходят слухи, что HYBE готовит виртуальную пресс-конференцию или прямую трансляцию для глобального объявления в ближайшие недели. Некоторые фанаты обратили внимание на аккаунты на Weverse и других корейских платформах, где появилась фраза «скоро», «звездочка», подогревая одновременно тревогу и волнение. В целом, сегодняшнее заявление HYBE – это больше, чем просто разъяснение. Оно знаменует начало серии интенсивных и эмоциональных сообщений, связанных с предстоящим туром. Репутация BTS создавать незабываемые концертные события по всему миру с революционными сценами, великолепными визуальными и звуковыми эффектами и интенсивным взаимодействием между участниками группы и поклонниками породила чрезвычайно высокие ожидания. Подтверждение полного участия Чингука и Тэхёна позволяет публике снова обрести надежду, хотя детали остаются под контролем HYBE. Между тем, другие участники RM, J-Hope, Джин и Чимин, хотя и не упомянуты напрямую в разъяснении, все же выигрывают от того, что группа цела, а не разделена, как следует из тона сообщения. В глазах индустрии развлечений крайне важно передать историю единства артистов на фоне стресса, вызванного слухами и конфликтами. Это создает впечатление стабильности, профессионализма и высокой готовности, особенно когда в туре задействовано множество заинтересованных сторон. В заключение мы видим стратегический подход HYBE к решению деликатной проблемы с осторожностью. Он достаточно прозрачен, чтобы пресечь спекуляции, но при этом оставляет достаточно загадок, чтобы удерживать внимание публики. Будет ли HYBE давать концерты в крупных городах Европы, Америки или Азии? Появятся ли новые форматы выступлений, такие как глобальные прямые трансляции или тематические туры? И когда это, в ближайшее будущее, действительно станет конкретной датой, которую можно будет отметить в календаре? На фоне всех этих вопросов ясно одно. Звездочка, это разъяснение подтверждает, что слухи не всегда правдивы. Официальная информация собирается, и BTS со всеми участниками группы остаются мощной силой, готовой потрясти мировую сцену в следующем году звездочка. Это не досужие домыслы, а продуманная коммуникационная стратегия. Остался один большой вопрос. Звездочка, на каких сценах и когда снова можно будет